Мы привыкли видеть его таким. Нелепым. Смешным. Трогательным. Стоило ему просто появиться в кадре, просто повести своим знаменитым носом, и весь Советский Союз начинал хохотать. Я так думаю. Ты и она – не две пары в сапоги. Эти фразы мы цитируем до сих пор. Казалось, этот человек самый счастливый на свете, ведь он дарит людям столько радости. Но никто из зрителей, смеявшихся в кинозалах, даже не догадывался, что каждый вечер, возвращаясь домой со съемок, этот солнечный клоун попадал в настоящий ад. Его жизнь – это готовый сценарий для античной трагедии. Безумие любимой женщины. Потеря детей. И тотальное, съедающее изнутри одиночество в пустой квартире. Сегодня мы расскажем историю Фрунзика Мкартчана. Историю о том, как человек с самыми грустными глазами в мире пытался рассмешить нас, чтобы скрыть свою собственную боль. Он родился в Ленинакане, в простой семье беженцев от геноцида. Детство Фрунзика не было сладким. Послевоенная бедность, голод, тяжелый труд отца на заводе. Но главной проблемой маленького Мгера, так его звали дома, был его нос. Огромный выдающийся нос, из-за которого его дразнили все мальчишки во дворе. Но кричали ему вслед. Он плакал, злился, мечтал вырасти и сделать операцию. Кто бы мог подумать, что спустя годы именно этот профиль станет визитной карточкой великого артиста. Он сбегал от насмешек в мир фантазий. Залезал на крышу, смотрел на Арарат и представлял себя героем. А потом спускался во двор и устраивал представление. И вдруг заметил удивительную вещь. Когда он кривлялся, когда он сам смеялся над собой, люди переставали дразнить его. Они начинали его любить. Так он понял главную истину своей жизни. Смех – это защита. Смех – это оружие. Театр принял его сразу. Талант Мкартчана был настолько мощным, что никакая внешность не могла ему помешать. Но Фрунзик мечтал не только о славе. Как любой армянский мужчина, он мечтал о семье. О доме, полном детского смеха. О красавице-жене. И судьба, казалось, улыбнулась ему. Он встретил Данару. Данара Пелосян. Красавица, актриса, талантливая, яркая. Она пришла в театр, и Фрунзик пропал. Друзья вспоминали, он смотрел на нее как на божество. Он не верил своему счастью. Неужели эта красавица полюбила его, смешного парня с большим носом? Они поженились. Это была, пожалуй, самая красивая пара Еревана. Вскоре родилась дочь Нуне, потом сын Вазген. Фрунзик был на 7-м небе. Съемки, всесоюзная слава, кавказская пленница, любовь зрителей. А дома – любимая жена и дети. Помните сцену в «Кавказской пленнице», где герой Фрунзика говорит с женой? Эту роль играла сама Данара. Посмотрите на эти кадры внимательнее. Видите, как они смотрят друг на друга? Но именно тогда, на пике счастья, начали звучать первые тревожные звоночки. Странные звоночки, которые Фрунзик поначалу списывал на усталость жены или ее сложный характер. Данара стала меняться. Сначала это была просто ревность. Она не отпускала Фрунзика ни на шаг. Устраивала скандалы прямо в театре, могла прервать репетицию, кричать, плакать без причины. Фрунзик терпел. Он думал, она просто очень любит меня. Он пытался шутить, успокаивать, дарить подарки. Но с каждым месяцем становилось все хуже. Ревность превратилась в манию. Она перестала узнавать близких, перестала заботиться о детях. Врачи вынесли приговор, который прозвучал как гром среди ясного неба – шизофрения. Тяжелая, наследственная форма. Жизнь Фрунзика раскололась надвое. Днем на съемочной площадке «Мимино» он должен был играть беззаботного водителя грузовика, танцевать, петь «Чито Грита». А вечером он мчался домой, где его ждал кошмар. Ему приходилось кормить жену с ложечки, успокаивать ее во время приступов, прятать от детей страшную правду. Он возил ее к лучшим врачам. В Москву, во Францию. Он тратил все гонорары на лекарства.
Он верил, что любовь может исцелить все. Но болезнь была безжалостна. В конце концов, Донару пришлось поместить в клинику. Навсегда. Фрунзик остался один с 2 детьми на руках. Отец-одиночка, всесоюзный кумир, чье сердце разрывалось от боли. Но судьба приготовила для него еще один удар. Удар, после которого оправиться было уже невозможно. Фрунзик возлагал огромные надежды на сына, Вазгена. Он видел в нем свое продолжение. Мальчик рос, и отец начал замечать в его поведении что-то до боли знакомое. Те же странные взгляды. Те же перепады настроения. Тот же уход в себя. Врачи подтвердили худшие опасения. Болезнь матери передалась сыну. Представьте себе состояние отца. Он понимал, что теряет и сына. Что его род, его фамилия обречены. Вазгена тоже пришлось поместить в лечебницу. В одной палате любимая жена, которая его уже не узнает. В другой – любимый сын, который смотрит в пустоту. А он, великий комик Фрунзик Мкартчан, стоит в коридоре между этими палатами. И ему нужно ехать на концерт, чтобы смешить людей. Именно тогда в его жизни появился алкоголь. Многие осуждали его. Он пил не ради веселья. Он пил, чтобы заглушить тишину в пустой квартире. Дочь Нуне вышла замуж и уехала в Аргентину, трагическая судьба настигнет и ее, но уже после смерти отца. Фрунзик остался совсем один. Представьте эту картину: огромный холодный Ереван начала 90-х. Темные окна, перебои со светом, холод. И в огромной квартире сидит человек, которого обожает миллионная страна. Сидит в пальто, потому что отопление не работает. И смотрит на фотографии жены и сына, которые живы, но которые уже никогда не вернутся к нему прежними. В последние годы он ушел из театра. Он говорил: «Я не могу больше смешить людей, когда мне хочется плакать». Он пытался создать свой собственный театр, но силы покидали его. Глаза, те самые бездонные грустные глаза, окончательно потухли. Друзья, которые навещали его, говорили, что он искал смерти. Он не боялся ее. Наоборот, он ждал ее как избавления. Как возможности наконец-то отдохнуть от этой невыносимой боли. Это случилось под самый Новый год. 29 декабря 1993 года Фрунзику Мкартчану было всего 63 года. Официальная причина смерти – инфаркт. Но народная молва, которая часто бывает мудрее врачей, поставила свой диагноз – он умер от разрыва сердца. Сердце просто не выдержало того количества горя, которое выпало на долю одного человека. Хоронили его 31 декабря. В Ереване тогда были тяжелые времена, не было электричества. Но, как говорят очевидцы, когда гроб с телом артиста несли по улицам, люди выходили из домов с зажженными свечами и факелами. Казалось, весь город вышел проводить своего любимца. Свет от этих свечей был ярче любых софитов. Он ушел, оставив нам свои фильмы. Свои шутки. Свою улыбку. Говорят, великие комики – это всегда самые грустные люди. Фрунзик Мкартчан доказал это своей жизнью. Он забрал себе всю боль, все слезы, все одиночество, чтобы нам с вами достался только смех. Когда вы в следующий раз будете пересматривать «Мимино» или «Кавказскую пленницу» и смеяться над его репликами, вспомните его глаза. И мысленно скажите ему спасибо. Спасибо, Фрунзик. Мы помним. Мы любим. Друзья, а какая роль Фрунзика Мкартчана, ваша самая любимая? Шофер Хачикян. Дядя Джабраил или, может быть, грустный философ из фильма «Суета-сует»? Напишите в комментариях. Давайте вместе вспомним этого великого человека добрым словом. Светлая память.